Перелет – это всегда тяжело. Особенно сейчас. Особенно в новую страну. Особенно, если у вас собака. Мы вам расскажем, с какими трудностями вы можете столкнуться. А трудности есть. Кто это мы? Меня зовут Александр. Это моя жена Антонина. А это наш пушистый член семьи Марсель. Он уже взрослый, ему 12 лет. Нет, не старый. И вот этой дружной компанией мы путешествуем по миру. А сегодня у нас... Друзья, останавливаясь на вокзале в Бухаре, самое главное это знать лайфхак, что не надо сидеть в потном душном зале, а надо просто выйти на улочку. И вот здесь вот справа есть отличная... Не, заяц, не под зонтик. Здесь есть отличная справа площадочка на свежем воздухе, в тенечке. Вон, целая куча свободного места, друзья. Вон, смотрите. Сиди не хочу. Не, ну смотри, ветерочек, все хорошо, ну, не души, сидишь себе, кайф. Ну, что там в духоте в этой сидеть? Электрички хорошие, места много. Мы заранее, еще в прошлый наш приезд в Ташкент, запаслись билетами Ташкент-Тбилиси. Решили мы их покупать прямо в офисе, так как у нас уже был печальный опыт покупки их на сайте авиакомпании, где у них написано, что можно купить перевес багажа, а потом на стойке регистрации узнать, что это мы купили дополнительное место багажа, а перевеса у них такой опции вообще нет, и они о таком ничего никогда и не слышали. И как показала практика, и в этот раз все бы повторилось, потому что на сайте у них был перевес, а оператор сказал, что мы психи и там такого вообще нет. В общем, мы благополучно купили билет себе и Марсику, купили дополнительное место багажа и со спокойной душой ждали дня вылета. Отдельное спасибо надо сказать заботливому оператору, который ни разу не спросил ни про документы на собаку, ни про то, что правила ввоза животных в Грузию недавно были изменены, и теперь там новый дурдом, о котором мы благополучно узнали за день до вылета. Теперь по новым правилам для ввоза животного в Грузию нужен титр антител. Это такой анализ, который делается месяц, стоит как чугунный мост, и еще он нужен не только если летишь из Узбекистана, а также из Казахстана, Кыргызстана, Армении, Турции и еще много откуда. Но он не нужен, если ввозить из России. В общем, как вы уже поняли, нам пришлось со штрафом менять билеты и лететь в Россию, а именно в Минеральные воды. Но на этом веселье не закончилось. Нам очень повезло с гостевым домом. Выбирал первый попавшийся, но как в казино выпал джекпот. Он оказался комфортный, красивый и очень чистый. Если честно, даже решил залезть куда-то за телевизор, где никто никогда не убирается. Не спрашивайте зачем, просто стало интересно.
И не поверите, там даже пыли не было. Плюс он близко и от ЖД вокзала, и от аэропорта, что в нашем случае было очень полезным. Он не слишком близко к центру, но учитывая их цены на такси, я думаю, это тоже не будет проблемой. Кто бежит, всех птичек разгоняет Масик. Это Масик. Первым делом мы, как обычно, отправились делать документы на вывоз с Марсюшки. Делаются они не как в нормальных странах сразу, а если вам повезет, то сделают за 4-5 часов, а если нет, то сутки. Поэтому учитывайте этот момент при планировании поездки. Вот так, друзья, чтобы вывести свою же собственную собаку из Узбекистана, надо заплатить 750 тысяч сумов. И плюс еще в аэропорту 250 тысяч. Итого миллион. Чтобы вы понимали, 1 200 000 это $100. Ты посмотри, а. Это первая машина, в которую они влезли. Обалдеть. Всё. Спасибо большое. Все, хорошего дня. Ага, спасибо. Чё и как с таким чемоданчиком-то, удобнее же? Да. Ну как? Ну низкий. Это называется компактный, а не низкий. Так, где есть зал ожидания? Это точно международный аэропорт? Да. Все. Вот здесь туда располагайтесь, а я пошел справку поменяю. Вот, друзья, тут еще такие ступенечки, главное бы не убиться бы. Мне справочку поменять. Короче, друзья, Узбекистан это пока единственная страна в нашем списке, которая требует $20 за ввоз собаки и почти $100 за вывоз собаки. Ой, вообще непонятно, за что ты платишь. Везде заезжаешь животным, вообще никаких проблем нету. Но делаешь перед выездом справку в ветеринарии и все, и поехал себе спокойненько. Здесь же какие-то сплошные поборы. А, вон Минводы. Слушай, я думаю, мы туда одни полетим. Смотри, сколько народу. Один чемодан. 3.
Они все до 23. Да. Так, а на это надо что-то ручную кладь, там вешать? Нет? Все, понял, спасибо. Все, спасибо. Так, мне нравится в Узбекистане. Это был первый человек, с которым действительно было приятно общаться. Опа. А как этой штукой пользуются? Здравствуйте. Или что там, паспорт надо? Сейчас, подожди. Крутая какая штука. Короче, друзья, проходим мы такие паспортный контроль. Нам говорят, отойдите в стороночку. Мы отходим, прибегает какой-то мужчинка, говорит, Александр, это вы? Я говорю, да, я. Пойдемте со мной. Короче, отводит меня в багажное отделение, там где-то в казематах, в кулуарах. Типа, открывайте багаж, что у вас там из электроники есть? Я говорю, да, ну, как бы ничего такого нету. Типа, там электронный стабилизатор, ну, я не знаю, там станок бритвенный, там, ну, свет, это. Короче, нашел там у меня есть от собак отгонять баллончик. Типа, что это такое? Давайте там каждый это чемодан, давайте все включайте, давайте все смотрите. Короче, весь 2 чемодана, короче, туда-сюда раскрутили полностью, все подоставали, все посмотрели такие, ну ладно, типа, претензий нету, все поскладывали обратно. Интересно, я вообще похож на контрабандиста или, может, на террориста, я не знаю. Летишь с собакой, с женой, ну, идите открывайте чемодан. Короче, полчаса там что-то мурыжили. Ой, да, такое себе, конечно, впечатление от Узбекистана. А пока я вам тут дьюти-фри записываю, рассказываю про то, как меня там шмонали и с фонарем лезли во все дырки, Тосик вон уже по-быстренькому что-то себе присмотрела. Я боюсь посмотреть, сколько это стоит. €800. Ну да. Ну-ка, еще раз. Я как раз в ролик на ютубе вставлю. Кто виноват, что нас рейс перенесли? Я. Нет. Могли улететь? Не, ну правильно. Самое главное в этой жизни это что? Вовремя найти крайнего. Молодец. А что, все стоим? А вот доказательство тому, что здесь все через жопу. А вон и этих бедолаг пустили. Что-то он какой-то потрепанный, не? Не, лучше бы пошли с той стороны. Здесь сейчас еще стоять. Ну все, стоим, ждем. Нет, пока нет. Какая-то сумасшедшая, ей-богу. Все боится не успеть. Я? Да вон там сзади. Летим в одном самолете, в конце концов. Тосик вон рыжика там прячет, упаковывает, да? Что, он там не влазит? Ну, типа, сделай, да и все. Ну, не влазит и не влазит. Все. А больше тут места нету. Ты рад, что ты не 2 метра? Я очень рад, что я не 2 метра. Я бы сюда не влез бы, наверное. Да не наверное, а точно. Этапы. Sizga yoqimli parvoz tilaymiz. Дамы и господа, мы готовы к взлету. Высадите ремни безопасности застегнуты, спинка кресла в вертикальном положении, столик закрыт. Приятного вам полета. Ladies and gentlemen. Все, вроде летим, можно уже начинать есть. Зая, не раскачивай самолет. Ну что может быть еще в самолете, когда ты летишь из Узбекистана? Конечно же, плов.
Кто-то сомневался, что я весь охренячусь кетчупом. Обратите внимание на толщину этой шконки, которую некоторые ошибочно называют креслом. В этом кресле самое мягкое – это были мои джинсы. Прикол, вот видишь в чем? По идее, над каждым креслом должна быть вот такая штука. Воздуходуйка, да? Смотри, у наших соседей уже над ними нету. То есть, потому что ряды кресел какие-то жопа-штуки сдвинули. Соответственно, над тем тоже нету. То есть, получается, ряд кресел должен быть гораздо меньше, чем он есть сейчас по факту. То есть, загрузка самолета гораздо больше, чем должна быть по заводская компоновка. То есть, вот здесь вот мы должны сидеть, вот они должны сидеть вот под той фигней, а не мы должны упираться вот коленками в них. Ты как там? О, еще и попрыгиваем. В международном аэропорту города Минеральные воды. Забыла. Местное время 22 часа 55 минут. Температура воздуха плюс 10 градусов Цельсия. Мне интересно, они как-то быстрее пытаются выйти, нет? Ты посмотри, уже... Дамы и господа, говорит командир корабля. Наш полет завершен. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Так, а что мы там, Леня, полезли в жопу? Господи, куда все щемятся-то, а? Где тут выход вообще? Да. Типа, где прописано? Я говорю, в Томске. Ну, а чё, типа, через сюда летите, бля? Я говорю, а что, нельзя, что ли? Ну, просто интересный маршрут. Добрый вечер, доброй ночи. Вы как подъедете по адресу, сейчас я вам адрес напишу. Вы звоните, я вас заселю. Да тут ехать-то, господи. 1000 рублей у нас. Вот. 400 рублей парковка. Местные не приезжают, потому что парковка въезд 400 рублей. Платят они, заказы неинтересны ночью. Днем проблем нет, потому что они туда-сюда едут. А хрен с У ним. меня икра кроссовер, все войдет как раз. Ну что, друзья, вот такую вот квартирку мы сняли в Минводах. Это у нас первая квартира. К сожалению, из-за Билайна у нас случился небольшой факапчик, поэтому пришлось задержаться тут на еще один денечек. И поэтому покажу еще одну вам квартиру. Такой вот тут шкафчик. В принципе, неплохая квартирка. Она, можно сказать, практически двухкомнатная. Здесь у нас получается первая комнатка с телевизором. Достаточно удобная, кстати, кровать. Здесь у нас получается еще один диванчик. Походу раскладывается, но мы его не раскладывали. Дверь нормальная, хорошая, кстати, дверь. Прям надо отдать должное. Здесь у нас ванночка. Для тех, кто соскучился именно по ванной. Очень даже классно. А то эти душики уже понадоели. В принципе, неплохой туалетик тут даже, наверное, работает, не? А как она работает? Ну, короче, как-то должна работать. Главное тут все не поломать. Это новый за... О, ничего себе. О, колхозники, а? Все, я разобрался. Так, здесь у нас вон уши торчат из-за стола. Да? Найдете Марсика? А он есть. Здесь у нас, как обычно, все по стандарту. Стиралка, микроволновка, газовая духовка. Там стоит еще газовый котел за холодильником. Поэтому горячая вода есть, отопление есть. В принципе, достаточно комфортненько. Ну, а сейчас мы собираем свои манатки, потому что выезд в 12 часов. И едем на новую квартиру. А дальше у нас выезд в 4 утра и поедем во Владикавказ. А оттуда уже будем добираться до Тбилиси. Интересная, конечно, схема. Надо, конечно, за все за это поблагодарить Узбекистан. Но вышло, конечно, гораздо дороже, чем планировали. Гораздо дольше, накладнее, муторнее. Еще на улице сегодня и дождь идет. Так что кто куда, а мы на другую квартиру. Самое, конечно, мерзкое во всех этих поездках и переездках, это вот то, что надо вот стоять и ждать, что у тебя выселение в 12,
а заселение в 2 часа. Ну или у тебя самолет прилетает там в 8 утра, а заселение в 2 дня. Блин, вот это вот, конечно, очень неудобно. Понятное дело, можно переплатить, но экономика должна быть экономной. Зато тут смотрите, какой двор прикольный. Тут вон даже есть мангал для шашлычка. И, судя по всему, кто-то его тут уже даже делал. Но, наверное, летом. Это, конечно, хорошо, что здесь народ помогает. Мне очень нравится. Вот не дай бог это повторение Омска. И мы сейчас на 5-й этаж будем подниматься. Я ж так понимаю, лифта тут, конечно же, нету. Так, 2-й этаж. Ой, слава богу. В общем, сходили на вокзал, узнали по поводу цен на то, чтобы отсюда добраться, из Минвод добраться до Тбилиси. Получается по 3500 на человека, плюс 500 рублей за каждое место багажа. Но Рыжик у нас, походу, будет как место багажа. Но единственный минус, они ездят только среда и суббота. Поэтому, если будете собираться ехать в Тбилиси отсюда, знайте, что только 2 дня в неделю. Не любой день. Если такси, то там вот стоят ребята, за 20 000 вас спокойно отвезут. С комфортом, на машинке и все такое. Либо можно вот туда подойти, там таксисты, с ними доехать до Владикавказа, а там уже сесть на маршрутку и за 2500 человека доехать до Тбилиси. Ну, поэтому, собственно говоря, мы пока не знаем, как нам сделать. Но сейчас что-нибудь придумаем. Вы смотрите, что я тут нашел, а? Я уже лет 20, наверное, тараканов не видел, а? Маленький, беги, спасайся. Интересная квартира с раритетными животными. Вот, может, поэтому сюда можно с собакой? Сюда, в принципе, животным можно. Вот, друзья, именно поэтому никакого обзора из Минвод не будет. Потому что тут льет дождь, как из ведра. И куда-то идти, если честно, особого желания нету, вот от слова совсем. Ну что, друзья, давайте доберемся до 2-й нашей квартирки, которую мы сняли. Она, кстати, гораздо поуютнее, если честно. Ну, как-то более жилая, что ли, я бы так сказал. Тут у нас заходишь сразу комната с бардаком. Ну, мы просто чемоданы не убирали, не разбирали, потому что мы сюда только заехали, и буквально в 4 утра нам выезжать. Поэтому здесь уже можно сказать, что прошу прощения за бардачок. Здесь у нас вот такая вот кухонька, опять же кондиционер, телевизор. Ну, красиво, по-домашнему, но. Здесь у нас на кухоньке есть все. Есть майонез, кофе, пожалуйста, молоко. Все наше, конечно же, но тем не менее. Здесь вот холодильник спрятан. Кстати, не сразу его нашел. Здесь, как обычно, микроволновка, вытяжка. Там вся посуда есть, ложечки, плошечки. Короче, полный фарш. Не знаю, за 3000 в сутки, я считаю, это вообще отличный вариантик. Там у нас еще спаленка есть. А здесь у нас, кстати, тоже что-то спряталось. А что там здесь? Понятно. Здесь клининговые штуки. Здесь, смотрите, какой дизайнчик. Классно все, кстати, так сделано. Дверь предательски скрипит. Но сделаем вид, что этого нет. Может, на посте вырежу. Здесь кроватка, кстати. Достаточно удобный матрас. Единственный минус, ну и он же сразу и плюс, это то, что окна выходят. Ой. Окна выходят на дорогу. И здесь вот местные любители музыки. О, меня даже видно, да? Здесь, короче, местные любители музыки. И вообще, в принципе, погонять. Что-то как-то очень быстро ездят. А если учесть, что квартира очень теплая, то приходится открывать окошко. Короче, перед поездом поспать не удалось. Здесь у нас еще, друзья, смотрите, какая классная ванная. Прям шикарно. Такой дизайнерский ремонтчик. Как обычно, вот эта вот чаша, которая все льется. Здесь ванна. Здесь ваш любимый блогер, на которого вы, конечно же, подписали, поставили лайк. Ну и можете написать какой-нибудь приятный комментарий от души. К сожалению, да, не хватило нам времени в Минводах, но ничего, я тут посмотрел, нагуглил, тут много всего интересного, я думаю, сюда мы вернемся.
ближе к лету, может, как раз еще сделаем небольшой трип. Минводы, Дагестан. Сегодня там посмотрим. Но здесь мест очень много красивых, поэтому я думаю, надо сюда обязательно вернуться и уделить гораздо больше времени. Это у нас уже просто транзит. Вот приблизительно так выглядят Минводы в 4 утра. Благо, есть у нашей квартиры очень большой плюс. Она находится всего в 100 метрах от вокзала. И здесь даже такси вроде как не сильно удобно заказывать. Проще вот просто довести, да и все. Как итог, мы выбрали добираться поездом. Ну, во-первых, это вышло гораздо дешевле. У нас просто накопились баллы РЖД за время путешествия по России, которые все равно некуда было девать. Ну а во-вторых, вариантов было не так уж много. Поехать с таксистом за 20 тысяч и трястись 12 часов по горному серпантину нам точно этот вариант не подходил. Да и вообще, непонятно, кому он подходит. За 1,5 часа и 5000 рублей можно долететь спокойно на самолете. Вот хорошо было бы тут лифт, а? Мы вдвоем с тремя, мне сейчас одной с тремя, как-то туда. Вот, и я еще жалуюсь, что мы налегке путешествуем. Так как мы уже были очень уставшие, я не заснял это, но упомянуть об этом просто обязан. Для ввоза в Грузию тоже нужна была справка для Марсика. Так вот, в минеральных водах она делается за 10 минут. И она бесплатная. Да-да, полностью бесплатная. Учись, Узбекистан. Вот, смотрите, друзья, какой у нас тут купешка. Прикольная попала. Здесь вот такая мягенькая даже штучка. Первый раз на такую попали купешечку. Здесь вон, видите, как интересно сделано даже. Ноу-хау, перемычка. Ну да, кстати, хорошая. Матрасы прям такие классные. Место для багажа наконец-то сделали по-человечески. Тут очень удобная купешка. А если учесть, что она нам досталась за баллы, и мы практически ничего не платили, только за белье оплатили по 300 рублей, то я считаю вообще идеально. Договорились уже? Нет, еще пока нет. У меня как раз 2 месяца. И сколько? 3000. Много, но за багаж я у вас вот этот бонус. За багаж ничего не возьму, если вы со мной. Ну и все. Да, Мася. И поедем. Я пушистый мой. А, у вас еще питомец есть, я не видел. Надо было, да. А его там и не видно даже, где там. Ну уже мужик сказал, мужик сделал. Вот на вот этом красавце мы поедем в Тбилиси, ребята. Всего получается по 3000 с мосечки. Мы в поезде спросили, нам сказали, на больше не соглашаться. Это самая адекватная цена. Если учесть еще сколько у нас чемоданчиков. Ну, мы же, как обычно, налегке путешествуем. Поэтому, в принципе, я думаю, что вообще все отличненько. Вышли, никуда не надо ездить. Ну, кайф же. Тут, вон, кстати, и перекусить можно. Тут сказали, очень вкусная самса. Да? Но мы уже не будем рисковать, потому что она может и вкусная, конечно, но дорога дорогой. Поэтому отправляемся в путь. Плотничком. Ну ничего страшного. Главное, что все влезло. Красивая какая граница тут. Междугородние маршрутки в Грузии – это отдельный вид испытания. Если вы ни разу не ездили на экскурсии в Азии, то, возможно, для вас будет шоком их стиль и манера вождения. Да и вообще неподготовленному человеку я бы посоветовал захватить с собой памперсы и пару пакетиков. Но виды и пейзажи компенсируют все неудобства. Уж поверьте. Вот такую машинку мы сняли за 1000 рублей, условно, чтобы доехать до Бараташвили. Ну все, 7-й этаж на лифте, и мы, можно сказать, дома. Так,
7-й этаж на лифте и еще один этаж наверх. Да, или я что-то неправильно понял? Ну что, друзья, вот мы и добрались до Тбилиси. И, собственно, какую мы тут сняли квартирку, сейчас вам покажем. Единственное, конечно, с ее съемом был тоже свой прикол, но об этом я сейчас вам всем расскажу. Вот такой вот у нас тут дворец, точнее чердак. Начинаю себя немножко чувствовать Бэтменом. Здесь у нас зал такой здоровенный. Ой, давайте, кухонька. Прикольно то, что здесь окна выходят. Короче, красиво окна выходят, можете поверить. Здесь у нас один туалет. И здесь весь прикол всей штуки в том, что он еще и двухэтажный, этот номер. Да, вот там как раз Марсик завтракает. Здесь у нас зал телевизор. Холодильник, конечно, на 2 этажа прям такой, своеобразный. Здесь у нас еще один туалет. Там особо ничего интересного. Здесь у нас вот спаленка такая вот. Здесь мы уже слегка расположились. Вот, и пойдемте посмотрим, что же у нас на 2-м этаже. Ой, все, конечно, скрипучее. Ага. Здесь у нас такой диванчик с видом на лампы. Здесь у нас сушильная доска. Там у нас дополнительно еще одно спальное местечко находится. И пойдемте посмотрим. О, тут, конечно, такой вот мостичек. Главное держаться есть за что. И тут у нас берлога медведя. Здесь спали 2 медведя сегодня. Ну, такой неплохой номерочек. О, давайте я вам покажу. О, куда у нас выходит вид из окна. Ну, как из окна? Из люка. Ой, конечно, спускаться отсюда с утра — это прям отдельное искусство. Короче, в чем же прикол этого номера, могу рассказать. Стоит он $88 за ночь. Но смысл в том, что когда мы пересекали границу, мы там с мужчиной договорились, получается, что нам, что ему надо было всего на 1 ночь переночевать. У него самолет был в 7 утра, а у нас, собственно, поезд сейчас в 8 утра, куда мы собираемся и сейчас, собственно, и поедем. И мы вдвоем договорились снять этот номер, он достаточно большой, я думаю, тут бы места хватило всем. Пока связь была, и была российская сим-карта, мы его забронировали, но смысл в том, что мужчину не пустили через границу, так как он был невыездной. У него там были какие-то задолженности по налогам, что-то ему там за дом насчитали, и в итоге, короче, его просто-напросто не выпустили. И получилось так, что вся наша договоренность, конечно, пошла коту под одно место. Ну и получилось так, что мы вдвоем с Тосиком сняли номер за $88 на ночь. Хотя, конечно, он нам не нужен был, но вот если бы на двоих по $40 было бы очень даже ничего, потому что, конечно, в Тбилиси найти за такую стоимость что-нибудь хорошее достаточно сложно. Вот такие у нас получились приключения с переездом из Узбекистана в Батуми, но они еще не заканчиваются. Нам еще надо сесть на поезд и добраться до Батуми, а это, между прочим, еще где-то порядка, где-то 5,5-6 часов туда еще ехать. Вообще, конечно, прохождение нами грузинской границы — это был отдельный вид искусства. Мы когда там проходили паспортный контроль, у нас за прошлый раз мы здесь были уже в 2021 году, и у нас был оверстей. То есть это получается, можно находиться здесь год, а мы превысили это на месяц. И у нас там был штраф 180 лари на 1 человека. Ну, соответственно, оплатить его можно только с грузинской картой. Я не знаю, я пробовал с иностранной картой его оплатить. Как-то не получилось у меня там зайти в эти грузинские банки, ввести эти все номера. В общем, у нас висел штраф. И когда на пограничном контроле пограничник это узнала, она просто взяла вот так, швырнула паспорт, типа, что вы сюда приперлись, идите сначала оплачивайте. В общем, конечно, очень милая женщина. Но первое впечатление было, конечно, немножко испорчено. Мы границу проходили очень на нервах, очень переживали и боялись, но тем не менее все равно прошли, нас впустили, и теперь мы будем снимать Грузию вам.
Так, а я думал, тут есть место для багажа. А с погоди, отец, я там все достану. Вот здесь вот так вот смотришь, второй Гонконг. Ну что, друзья, давайте посмотрим, какую квартирку мы сняли в Батуми на 2 дня. Стоит она, получается, по $35 в день. Вообще это, кстати, не очень дорого, если кто-то думает, что это дорого. Для Батуми это нормальная цена, и, в принципе, за такую квартиру, я думаю, вполне адекватно. Сейчас вам покажу. Здесь мы заходим, у нас здесь кухонька такая небольшая, холодильничек, микроволновочка. В принципе, все, что надо, есть. Там стиральная машинка в туалете еще тоже имеется. Здесь у нас, ну давайте с этой комнаты начнем. Здесь у нас столик, телевизор, кондиционер. Выход на балкончик. Да? О, как тут выйти-то? И вот такой вот шикарный вид у нас открывается с балкона. Это у нас, между прочим, 32 этаж. Но ничего, ночью он, кстати, еще круче. Зала, или же он из спаленки заходить. И здесь у вас стоит отличный столик. Здесь у нас, кстати, вот эта штука разбирается. Это кроватка. Еще заодно не только Марсика, но и человечья тоже может здесь поместиться. Кстати, достаточно удобная, мягенькая. Здесь у нас вторая комната. Здесь у нас небольшой шкафчик, прикроватные тумбочки. Здесь кровать такая, чтобы вы понимали, она достаточно высоко от земли. Ну, тут, в принципе, все высоко от земли. Ну и вот такая вот комнатка. Здесь тоже телевизор, кондиционер. В принципе, очень даже неплохо. Все чистенько, убрано. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, наверное, мы и закончим ролик. Спасибо, что досмотрели до конца. Да, это, наверное, был самый сложный наш переезд за все наше время путешествия. Но ничего, зато мы на месте и теперь будем снимать про Батуми. В следующем ролике я вам расскажу, как самому можно спокойно найти квартиру, хотя риэлтор говорит, что это принципиально невозможно, что таких цен не бывает. Поэтому, чтобы быть в курсе, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, ну и до встречи в новых видео. Пока!